Великая Отечественная война для нашей страны стала не только трагедией, которая унесла миллионы жизней людей и оставила после себя искалеченные судьбы, но также дала нам скачок развития промышленности в стране. В короткие сроки предприятия выводились на ранее невиданный уровень развития, но и предпринимались, казалось бы, в нынешнее время очень отчаянные шаги, такие как переброс целого завода в другое место дислокации. Алтайский край стал местом, где эвакуированные заводы были переброшены для дальнейшей работы на помощь фронта. Барнаул был городом с крупными торговыми ресурсами. Здесь была железная дорога, по которой могли перевезти оборудование и людей, плюс площадки для размещения эвакуированных заводов. К тому же город был в глубоком тылу, от линии фронта далеко. Враг гарантированно не дойдет ни с запада, ни с востока. В Барнаул было эвакуировано 14 промышленных предприятий, а в Алтайский край около 100. Об одном из таких заводов я хочу вам рассказать в этом видео. Всем привет, вы на канале Ленивый Турист. Да. Такая вот печальная судьба постигла нашего героя сегодняшнего видео. Барнаульский радиозавод «Луч». Но у него была довольно интересная история, и в свои лучшие годы это здание, которое сейчас выглядит как остатки древней цивилизации, было довольно успешным и помогало фронту. Решение о создании Барнаульского завода было принято Государственным комитетом обороны 30 апреля 1943 года. Беспримерный трудовой подвиг совершили заводчане в кратчайшие сроки в условиях военного времени. Уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на фронт. Завод был эвакуирован на базе передислоцированного из города Канибадама, что находится в Таджикистане. Предприятие по выпуску радиотехнических средств оборонного назначения. В годы Великой Отечественной войны производили танковые радиостанции. С мая 1946 года завод выпускал трансляционные усилители, которые периодически модернизировались и были основной продукцией до 1961 года. В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиотрансляционной аппаратуры, которая была установлена в Доме радио Ленинграда, стадионе Лужники, на телестудии Варшавы. В 1956 году рабочие предприятия участвовали в сооружении телецентра в Барнауле. С 1970-х по 1980-е годы завод производил радиопеленгаторы, аппаратуру для приема и передачи информации по телефонным каналам связи, системы громкоговорящей и радиотелефонной связи, автотрансформаторы, коротковолные магистрально-приемные устройства, аппараты магнитной записи, непрерывной метеостанции для гражданской авиации, автомобильные магнитолы и радиоприемники. В современное время завод выпускал электронагревательные модульные котлы, коммутационную аппаратуру для телефонной проводной связи, радиоприемники, серверные шкафы, комплексы аппаратуры громкоговорящей связи, электрощитовую продукцию. Всего за годы войны было выпущено более 10 тысяч танковых радиостанций. Завод после вышел на широкий профиль своей продукции и расширялся, переходя с военной промышленности на гражданскую, пока не наступило 23 декабря 2016 года. Этот день стал роковым для существования завода, ведь случился пожар, который придал зданию теперешний его современный вид. Загорелось подсобное помещение в 4-этажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по всей площади, поэтому его тушение велось с раннего утра до 5 часов вечера. Из-за опасности распространения пожара полицейским даже пришлось перекрыть для движения 2 участка городских дорог, что спровоцировало огромные автомобильные пробки. Общая площадь пожара на радиозаводе составила 1000 квадратных метров. 4-этажное здание выгорело полностью. Причиной ЧП была названа ненадлежащая эксплуатация бытовых электрических приборов. В здании на проспекте Калинина располагалась администрация радиозавода, в том числе бухгалтерия и отдел кадров. После пожара они переехали в соседнее здание. Никто из сотрудников предприятия от огня не пострадал, однако заводчане лишились трудовых книжек, а само предприятие части уставных и учредительных документов. Между тем в сгоревшем здании располагалось еще порядка больше 30 организаций, которые снимали здесь офисы. Среди них производители мебели, окон, металлоизделий. Все их имущество погибло в огне. Скоро будет уже 7 лет после того пожара, и хоть корпус, где произошел источник пожара, восстановлению не подлежит, в прилегающих к нему зданиях уже ведутся восстановительные работы. Будет ли в этих корпусах располагаться завод или же просто отдадут под офисные помещения, еще не ясно. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, туда я иногда выставляю видео, которые не попадают на основной. Ну и не забывайте ставить лайки и подписываться на YouTube канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.